После 10-летнего перерыва я возвращаюсь в Россию со своей тайской семьей в мой родной город Ангарск. В этом выпуске я покажу первую неделю нашего отдыха, где мы пробуем квас, ходим на дачу, встречаемся с друзьями, попадаем в сказочные такие красивые места, пробуем много всего интересного. И я хочу показать вам Россию нашими глазами. А также мы посчитаем плюсы и минусы России и Таиланда. Итог будет в конце. Кто из Ангарска, ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет очень приятно. Ну что ж, поехали. Холодец из курицы, ну думает, что это суп и пытается его разогреть. В прошлый раз, когда мы были 10 лет назад, мне было жутко холодно, даже летом. Короче, здесь плюс 15 градусов, идет дождь, мы очень замерзли. Мои тайцы убежали вперед. Ой, с Лукасом. А я так соскучилась по прохладе, что мне, знаете, мне вообще, да, конечно, зябко, но мне классно. Сейчас я еще промокну и замерзну еще больше, наверное. Ну, вот такие вот иркутские приветы. Приветствия нам. Все равно мы соскучились, мы рады любой погоде. Вот так вот у нас сегодня. Все, загружаемся. Так, нам непривычно, да, дороги вот такие вот немножко мятенькие, с ямками. Непривычно движение, что оно... Мы едем здесь по правой стороне, в Таиланде по левой. Ну и, конечно, холодно для нас. Так, Надия спрашивает, а где лифт-то? А лифт-то на втором этаже у нас, не на первом. Ну давайте, тайчатки, поднимаемся. А раньше какой был? Он был просто ржавый. Как это? Ржавый, трясущийся, да? Мама, ты помнишь, я взяла... Да, у нас здесь дым изо рта идет, это тоже не привычно. И обязательно детям инструктаж сразу, что в России горячая вода есть кипятком и холодная, это очень важно. Бабуля нам тут наготовила макарон, мясо, курицу, пирожки. Мама, почему всегда бабушки вообще всегда делают очень вкусно еду? Да, бабушки хорошо готовят всегда. Очень. Ага. Угу, очень вкусно. Хани, вкусно? Папа сказал вкусно, да. А тебе тоже вкусно было? Конечно, еще. А еще знаете, что я забыла? Что в России можно пить воду из-под крана. Вот это, она особенного вкуса. Это вообще вода не сравнится с бутылированной водой в Таиланде абсолютно. Это прям свежая, минеральная, хорошая, чистая вода. Немножко с корочкой дает, но прям чувствуется, что ты напиваешься. Доброе утро из России. Саня ест пирожок с яйцом. Вкусный пирожок? Да. Ну вот, мы вышли на прогулку. Очень нравится, что здесь есть такие горки, всякие бегалки, лазилки, прыгалки. У нас во дворе есть школьный лес. А также недалеко есть озеро, если уходить в ту сторону. Там водохранилище местное и очень тоже так классно. Там песочек есть, пляжик. Вот это мне нравится в России. В Таиланде такого нету. Вот эти просторы. В Таиланде что? Цементная дорога для мотобайков, для машин и магазин сразу, да? Все, и море. Единственное, что там есть, это пляжи и море. А здесь вот просторы для того, чтобы погулять, покачаться. Дети вообще в восторге. Итак, мои тайцы пробуют квас. Санечка, что ты думаешь об этом? Вкусно? Надюшка, ты тоже попробуй. Прям квас классный. Ну что, Хани? А, как пиво, говорит. Наде не понравилось, Сане понравилось, а мне тоже понравилось. Нам очень нравится свежий летний воздух. Поставим плюс России. Это наша дорога на дачу. Мы все очень рады, у нас здесь свежо, не так, как в Таиланде жарко. Очень много зелени, и вон там есть лошадки по пути на дачу. Жеребеночек спит. Хочется подойти, но лучше этого не делать. А по пути нам встретилась моя двоюродная сестра Танюшка со своей дочерью Машей. Дороги у нас великолепные, лошадки еще лучше. Посмотрите, настоящие живые лошади фыркают. Пасутся. Тайцы в Таиланде не растут ромашки. Для нас это тоже удивительно. В России шикарные, просто обалденные растения. Они все с запахом, они все насыщенные. И вот тоже посмотрите на лужайку, какого она цвета. В Таиланде такого сочного мало где найдешь. В основном из-за палящего солнца там все-таки желтоватая, зелень такая смешанная, да, желто-зеленая. Но в России зимой
природа спит, летом она просыпается, и вот она такая сочная. Я показала своим национальное традиционное русское дерево. Мои тайчики очень рады, они удивились, что из него можно даже пить сок. По дороге смотрите, что растет. Малина. И как всегда у соседей слаще. Выходим с дачи посмотреть на речку, называется Китой. Мне, конечно, это все немножко позабылось, очень интересно, а уровень воды очень высокий. Хани, how are you in Russia? What do you feel now? Он уже устал ходить по таким дорогам. Тополиный пух, жара, июль. Возьмите, если останется. Ну вот мы все в сборе, начинаем раздаривать подарки взрослым и детям. Вот как нас тут много сегодня. Так, это адалт. Так, ребятишкам браслетики, карандашики взрослым. Дайте мне, пожалуйста. Да, вот. Тетя Люди, давай. Baby gift already. Baby gift already, yeah? Ага. Baby already. This is one. Ну не забирай. Забрал такой. Его можно, да, точить потом, он будет у вас долго служить. Спасибо. Вот, тоже загадайте желание, пусть согревает ваши сердца, вспоминайте о Таиланде, о солнечном. Знайте, что мы у вас там есть. Так что и не забывайте, приезжайте. Потом. Хорошо. Подарки розданы, а я учу детей разрезать красиво манго, чтобы он получался кубиками. Дайте мне. Кто знает, что за фрукт такой? А вот нас бабуля привела гурьбой целой толпой на речку. Смотрите, какая красота. Купаться, правда, никто не хочет, все отказываются. Прогулка длилась около часа пешком, и мои тайцы просто потом без ног остались. Они не привыкли к таким пешеходным экскурсиям. Привет! Классно вообще, ну. И мы сделали общее памятное фото. Удивительно, как мы все поместились на даче. Надюлька, знаешь, что это такое? Можно сказать, что не знаю. Но можно сказать, что догадываюсь. Да. Ну хорошо, пока не говори тогда, если догадываешься. Так, спросим у тайчат, знают ли, что это такое за устройство. Для чего оно? Я думала, что это был чайник. Ну, you think this one shisha before, yes? This it mean like a samji or hot water before make Ну, короче, да, такая интересная штука. Никто не знал, что это такое, но секрет раскрыт. Все, дети поняли, что это русский самовар. Ну да, наливать горячую воду, чтобы пить чай, все правильно. Вот подарили нам в подарок шишечки. Вот такие вяленые шишки. Вот юкат. Они пахнут смолой. Они очень вкусные, мягкие. Надюша, откуси и покажи мне на срезе, на половинке. Вот она такая мягкая, как изюм. И на вкус как шишка, как смола. Угу. Классно. А где упаковочка? Это вяленые сосновые шишки с Байкала. Вообще прелесть. На даче у бабули классно. Свежая морковка, свежая картошка. Такая большая. Ух ты. А почему она розовая? Разное бывает. Ой, черики. За собственный огород я тоже России ставлю жирный плюс. Надюш, ты малину собрала, дай, пожалуйста. Свежайшая, ароматная, настоящая. Никакая там не замороженная, как у нас в Таиланде. А папу угости. Ханя, рой мой. Вообще вкусная прям. Сделать небольшой обзор своей дачи. Строил ее мой отец. Но было как-то время, что она сгорела полностью. Пришлось восстанавливать заново. Здесь у нас огород. Ну, в общем-то, как у всех, как у большинства жителей. Здесь у нас беседка получается. За теплицей тоже есть немножечко места. Ну, вот здесь вот барбекюшница.
Там дальше баня. К сожалению, папы больше с нами нет, но дом он строил каждый гвоздик, каждую деревяшку выпиливал сам, прикручивал сам. Вот такая прихожая, здесь можно переночевать гостям. Это как спальня, получается, с телевизором для отдыха. Зимой здесь ночевать тоже можно, но из-за отсутствия воды здесь не очень комфортно. Печка есть, небольшая кухня. Печка рабочая. И вот тортик-медовичок бабуля нам постряпала. Русские забавы. Лужи. Ой, как прибыла прям сильно, ага. 3 ступени осталось. Это вот река Китой, очень сильное течение. МЧС предупреждает об опасности, о подтоплениях. Но пока бревна еще не плывут, дома не плывут. Радуга-дуга. Ну что ж, подарки розданы, хорошо посидели, со всеми встретились. Впечатления неописуемые просто. Очень много эмоций, все для нас новое. Мы себя чувствуем здесь как туристы в России. Доброе утро. Вот сейчас мы вышли за документами. Что нас поражает? А людей-то нет. Много-много километров. То есть в Таиланде мы видим движение. Да, конечно. В Таиланде мы видим дикое движение мотоциклистов, каких-то макашниц, уличной еды. И здесь такая тишина, как будто бы город только для нас. В Таиланде коты гуляют сами по себе. Здесь они живут в квартирах и сидят на балконе попой. Так, ну что, мы зашли в кофейню, в пекарню. Ну, захотел бургер, но самое главное, мы нашли русскую колу, и для нас это, да, для вас это для всех привычно, а для нас удивительно. Вот сувенир повезем с собой, будем угощать тайцев. Ну-ка, Ханя, тест. Угу. Добрый кола. Ну как? Different. Пахнет пепси. За отсутствие или разнообразие уличной еды я все-таки поставлю России здесь минус. Вообще не такая, да. Она как будто не такая насыщенная. Она только пахнет пепси, а на вкус нет. Кока-кола и пепси, они очень такие на вкус прям насыщенные. Да, здесь прям даже не остается такого вкуса. Ну, в общем-то, неплохо. Хотя бы пахнет. Так, ну а теперь экзотика для моего мужа. Это автобус, которых нет в Паттайе. Окей, мой шаттл-бас. Да, он полупустой, очень хорошо. Мы едем сейчас за документами. У нас сегодня целый день будет крутиться вокруг документов. Нужно с одного конца города в другой. В общем-то, такой вот автобус 45 бат. Ой, рублей получается проезд на человека. Как экскурсия, посмотрим заодно, что тут изменилось, потому что давно я здесь не была. И покажу заодно мужу вот такой экзотик. Мужа удивляет суперсистема охлаждения. Это форточки и наверху люк. То есть кондиционера здесь нет. Там вот сзади мужчина, вот в красной куртке. Он сейчас просил у нас деньги, женщина подошла, ему дала. Я вообще не поняла, как реагировать. Вон в белой футболке, в сумке, он сейчас от нее не отстает. Короче, уже не первый раз такое. Я не понимаю, почему у нас все просят деньги, или это нормально. Ну, в Таиланде просто такого нету совсем, да. Муж говорит, то у меня сигарету попросят, говорит, каждый день кто-то что-то просит. Yeah, when you go out, somebody asks you cigarette or money, yes? One cigarette. И он, конечно, в полном недоумении. Я, честно говоря, не могу ему это объяснить, потому что я тоже здесь давно не была. Доброе новое утро. Итак, кефирчик. Хани, тест, please. Это milk, this one, milk, yes, sour milk. What do you think about this? Тут я ставлю сразу плюс России за молочку. Original. Pure little bit. But арой май? Алой. Арой? Вот ему нравится, вкусно. Same yogurt, yes. You put sugar more little bit. Okay, same yogurt. Говорит, да, как йогурт. И если добавить сахар, вообще будет вкусно. Ну вот у нас все лежат на полу в тайском стиле, несмотря на то, что мы в России.
Но сейчас лето, очень жарко, поэтому все охлаждаются. Вот мы с бабушкой вышли всем семейством прогуляться в лес. Идем на озеро. Какой чистый воздух, какая свежесть. В Таиланде такого, конечно, нет. Под ногами шишки валяются. Красота, зелень сочная, прям кусты, цветы. Вот шли мы по лесу, шли минут 15 и вышли вот к такому озеру. Это водохранилище в Ангарске. Очень много отдыхающих, купаются. Так, мы поняли, где российские туристы отдыхают, а они все отдыхают в России на пляжах сейчас, потому что 32 градуса тепла, аномальная жара. В общем-то, чем вам тут не Таиланд? У меня с этим местом связано очень много воспоминаний. Когда мы были детьми, мы всегда ездили сюда на велосипедах или ходили пешком с подружками, с друзьями, просто с братом. Зимой, когда водохранилище спускается, здесь очень много снега, можно просто играть, кататься с горки на заднице, да, по снегу. Можно кататься на лыжах, я не знаю, ну то есть зимние забавы. Ходили искать елку на противоположную сторону этого водохранилища и перли ее в Новый год на себе в минус 30 градусов. Слушай, вот поэтому для меня это очень памятное место. Нет. А в лесу очень много разных грибов, ягод, костяника, там съедобное, несъедобное, все на свете. Пока идешь эти 15 минут до дома или наоборот, очень много всего интересного попадается. В России продают белые яйца. Я уже, кстати, про это забыла, и для меня было это очень непривычно, потому что в Таиланде продают коричневые яйца, и белых не существует. Точнее, они есть, но они гусиные, а не куриные. Сейчас 9 часов вечера в России, в Таиланде 8 часов вечера. Солнышко светит, еще вовсю отражается на город. В Таиланде в это время уже темно, как 2 часа. Луна в России похожа на кусок сыра, а в Таиланде на улыбку. Доброе утро из России. Сейчас покажу небольшой обзор нашей квартиры здесь. Бабуля отдала нам ее полностью в наше распоряжение на 2 недели. Вот такой вот вход с подъезда. Все за железными дверями. Значит, заходим в квартиру. Здесь спальня большая достаточно. Там вещи наши сушатся. Здесь зал. Большой балкон застекленный с видом на лес. Ванна и туалет. А в ванной горячая вода. Это так прекрасно. Ну вот и кухня. Квартира двухкомнатная, обычная, стандартная получается, но нам здесь места хватает, мы очень рады. Хотя это, конечно, намного меньше, чем наш дом в Паттайе. И вот такой вот у нас шикарный вид на лес. Вот там Еловское водохранилище, нужно идти по лесу минут 20. Это новый дом, который так и не достроили, несколько лет стоит. Дальше там комбинат, АНХК, Роснефть. Парковка в магазин. И в основном вот мы живем в этом районе, где очень много зелени. Я наконец-то в парикмахерской своей. Ой, своей говорю. Я наконец-то дошла до парикмахерской. Сегодня будет у нас красота. А вот здесь кофе с русскими вкусняшками. Мы с подругой Таней решили совместить полезные дела с приятными. Видели мой телефон? Ой, блин. Вау. Блин, ну вообще, конечно. Вот мастера, мастерицы. Ой, мне очень нравится. В Таиланде так делать не умеют. Ну, а помимо такой красоты, я еще забираю отсюда некоторые подарочки. Вот еще Ксюша мне несет подарок. Это масочка. Ариаль. Класс. Так, добрались мы наконец-то до дачи моей лучшей подруги. Маша. С 5 класса мы с ней сидели вместе за одной партой. И вот у нее тоже появилась доченька, это ее мама. Лукас тут сидит, ему хорошо, свежо. Так, Надя здесь. Ну,
Просто я. Петя, ну, Маша, Алена, Андрей, привет. И вот мы сейчас жарим шашлыки. Такой замечательный у нас стол, шикарный костер. Как это называется? Холодец из курицы, ну, думает, что это суп. И пытается его разогреть. Он говорит, это суп кенджит. Есть такой в Таиланде, действительно. И он не понимает, как его можно есть холодным. Так, рыбка красная обязательно. И мы нашли, наконец-то, колбасу из говядины. Очень важно. Так, ну вот... Да, это, наверное, самый главный. Ну, говорит, с пепси надо мешать, а Петя говорит, не надо мешать, надо так пить. У нас есть даже грибы, рыба красная, ну вообще просто, а там шашлык. Не растут у нас в Таиланде огурцы. Огурец колючий, да? Спасибо. Только помойте его, наверное. Ломайте напополам и ешьте, он такой и есть настоящий колючий огурец. В дом зайдите, помойте под краном. Почему он колючий? Такие не поняли, рассматривали, думали, не настоящие огурцы. Сейчас Саша впервые в жизни будет колоть дрова. Готовиться надо, да? Вот так, О, молодец. молодец. Впервые. Так. Да. Вот. О! Ноги расставлять. Во, вот так, да. О! Здесь мы ставим огромный жирный плюс России за время, проведенное у костра и без интернета. Классно, свежо. Honey, you okay, May? Yes. Yes. Little bit. Говорит, чуть-чуть пьяненький, но вообще мой муж разошелся. абсолютно не пьет. Попилил уже пилой. А китайцы из корней одуванчика. Не бойся. Да не бойся. Вот так просто сделай. Что, она как ожог? А как ожог? Да. А, Да вот не что, бойся. вот что меня уколило Да, вот да, тут до да. этого. А, так вот что. А я-то думала. Да все морщины разгладятся, ну. Блин. Мы отлично посидели и провели время. Очень жаль, что нам приходится расставаться. Мы засиделись даже допоздна у костра. Теперь я не знаю, когда мы еще увидимся. От этого становится грустно, но надеюсь, мы будем прилетать чаще. Ну а стирку и уборку никто не отменял, поэтому сушим, стираем, убираемся. Всем доброе утро. Сегодня у нас мы запутались уже в днях. Но все равно такое же доброе, свежее утро. Мы очень сильно устали и уже сегодня, наверное, не пойдем никуда. А работу тоже никто, кстати, не отменял, поэтому мы работаем также каждый день, вот только онлайн. Сейчас на другом конце земли наши опытные гиды проводят замечательные экскурсии на наших минивенах. В общем, вышли мы сейчас поменять рубли на доллары, потому что рубли в Паттайе невыгодный курс, да, и советуем, конечно, вести доллары или юани, ну хоть что-нибудь. Зашли в Альфа-банк, нам сказали, что сразу нету. Я говорю, а заказать? Они, нет. Я говорю, ну почему, мы подождем. А женщина говорит, что если нам принесут кто-то из клиентов доллары, то тогда мы вам поменяем. Но их никто не приносит. То есть все, сразу отказ. Были в Сбербанке, там тоже сказали, что долларов нет, надо заказывать, надо ждать. На вопрос, где найти доллары в этой стране, мне тоже сказали, пожали плечами, и никто не знает. Я не знаю, как мы тогда поедем, но в принципе будем менять тогда наличные рубли. Конечно, невыгодно, но очень интересно с долларами. Реально какая-то проблема, здесь их просто нет. Даже юани, я говорю, может юани есть, юаней тоже нет. А вот моего мужа удивляет наличие на каждый квадратный метр цветочных магазинов. В Таиланде их нет, а здесь их очень много. Дело в том, что в Таиланде цветы только в храмовые комплексы носят,
они дарят женщинам. Ну, а здесь у нас наоборот, да, подарочки, цветочки женщинам на дни рождения, на любой праздник. Ага, бургеры. Ну, в общем, нам тут так очень интересно, экзотично, все по-другому. И вот мы не успели... Так, вот мы не успели отойти далеко от одних цветов, как тут же у нас еще одни цветы. Вокруг, в общем-то, не особо густо населено, но цветы на каждом квадратном метре. Ну, это здорово. Ну и, конечно, в Таиланде нету трамваев. Моей семье они очень нравятся. Мы уже катались и еще будем кататься. А мы идем сейчас в Централ фестиваль. Попробуем там найти какой-то банк. Может быть, там есть хоть немножко долларов или юаней. Honey, what do you think about Central Festival in Ангарск? Да, есть лифты. А, как Туком в Паттайе. То есть, говорит, магазинов не так много. Но ему очень нравятся вот хорошие, крепкие металлические конструкции. То есть двери, все, что касается, все, что сделано из металла, он говорит, очень крепкое, все и хорошее. Потому что, да, в Таиланде металл очень дорогой и строят все, ну, из такого, лишь бы держалось. Алюминий, там мягкий металл. Ну, мировых брендов мы здесь не видим. Но так, в общем-то, все есть. Есть и одежда, и косметика, очень много бриллиантов, золота. Я не знаю, наверное, любят здесь бриллианты якутские, кстати, да, продают. Спортивные, походные товары очень много. Так, ну вот милая девушка нам посоветовала хороший парфюм. Все набрали. Подарок. 100 бат подарок дает. Нет, это не так уж и много. Это 300 рублей, наверное, где-то. Приедете к нам. Пригодится. Хорошо. Вот сейчас выбираем духи. Просто моему мужу очень понравилось, как девушка обслуживает. И он ей дал чаевые по привычке 100 бат. Ну, девушка удивилась и говорит, возможно, меня уволят с работы. Просто здесь не принято давать чаевые. А мы привыкли, ну, если понравилось обслуживание, то благодарить. Так, это тоник для лица. Ух ты! Это спрей и масочки. Так, это нам подарочки, презент. И масочки для лица. Угу. Так, еще раз, это масочки для лица, да. Значит, mask for face. Это тоник для лица, тонер for face. Ага. А это for body. Да, мейкап. Угу. Так, мы нашли один банк, где нам поменяют только часть долларов, часть. И то старого образца, не нового, а 2006, и не вот нового, который с синей лентой, а вот 2006 года у нас в Паттайе их, по-моему, ну, очень плохо принимают по заниженному курсу. В общем, какая-то в итоге, ну, очень большая проблема с обменом долларов. Мы вообще в шоке, если честно, ничего не понимаем. Потом нам говорят в банке, что вы можете обменять только 100 тысяч рублей, а остальное нужно декларировать, ехать в налоговую, что-то там подавать декларацию. Мы вообще, наши глаза еще больше округлились. Мы говорим, у нас были тайские баты, мы их обменяли на рубли. Теперь хотим опять на баты, но батов нету, хоть на доллары или на юани. Короче, надо еще платить какой-то налог. И, в общем, ну, все очень проблематично, да, как-то. Так, идем еще в один банк. Были Россельхоз, ВТБ и вот Сбербанк заходит. В общем, мы не стали даже спрашивать, есть ли доллары. Мы уже поняли, что в городе нету нового образца долларов с синей лентой, есть только старые, да. Здесь просто курс на 3 рубля сразу выше. Курс на 3 рубля выше в этом банке. Мы уходим, у нас такая приличная сумма, поэтому нам это будет существенно. Поедем в центр города, будем искать там. Вот такая вот загвоздка. Так что, уважаемые туристы, кто собирается в Паттайю, ищите доллары или юани заранее, готовьтесь к этому. И имейте в виду, что лучше приобретать доллары именно с синей лентой нового образца. Так, вот в Альфа-банке вообще сказали, что нет ничего, ни долларов, ни юаней. Короче, не знают.
плечами пожимают. В общем, поедем мы сейчас в центр города. Ничего не остается другого. 4 банка уже прошли. Так, в России летают истребители постоянно. Ну, по крайней мере, у нас в городе Ангарске вот только что пролетел, такой гул стоял. Они очень низко летают. Тут есть рядом военные базы. Но проблема в том, что мы уже сидим 40 минут и не можем вызвать такси. Те такси, которые приезжают, они приезжают очень долго. Это 20 минут проходит. Потом они говорят, что мы с детьми не поедем. Хотя у нас есть, если проблема в автокресле, у нас есть с собой автокресло. Почему с детьми никто не может ответить? Спрашиваю местных жителей, может, я чего забыла, может, я не знаю. Короче, детей, походу, таксисты не очень-то любят. А почему, мы не знаем. Короче говоря, мы уже который час пытаемся уехать в банк. По-моему, банк в центре города закроется, прежде чем мы туда доедем. Но вот да, конечно, вот это вот время, все, что тянется в Таиланде, ну, все, ну, удобства вот эти, да, они, конечно, намного быстрее решаются. То есть любое такси, любой там, не знаю, все рядышком или доехал ты быстро. И вообще как бы везде все есть в шаговой доступности. Город, вот у нас Ангарск, он такой же, наверное, по площади, как Паттайя. Вот. Поэтому я бы не сказала, что... Ну, просто все так разбросано на самом деле. В Паттайе как-то все в одном кучке, да. А здесь получается, чтобы добраться куда-то, ты должен полдня потратить. Пока уедешь, пока приедешь. Ну, другое дело, если у тебя есть собственный транспорт, конечно, но у нас его сейчас нет. Мы же туристы. Прошло 1,5 часа. Наконец-то такси ответило нам. Мы заказали от подъезда. А у нас есть еще вот здесь вот магазин, и там есть парковка. Ждем минут 10, значит, оказывается, он ждет у магазина. Ну, хоть бы кто-то сказал, то есть заказ был, локация прямо от подъезда стояла, ничего страшного, но просто, знаете, хочу сказать вам, уважаемые туристы, кто собирается лететь в Таиланд, вам там будет гораздо проще. Из такси, особенно путешествовать с детьми, там все очень удобно сделано для детей, ну, то есть, если честно, мне очень хочется сейчас материться, я просто пытаюсь держать эмоции. Без люлек, да, и на мотобайке можно с детьми ездить. Это все очень быстро, все приспособлено. Во всех магазинах там тоже есть эти площадки для детей. В общем, да, в России, конечно, тяжело в этом плане с колясками, там с детьми куда-то перемещаться, какие-то длинные расстояния. В общем, там таких расстояний не будет. Все, к отелю к вам подъехали, к ресепшн, и увезли. Потом доставят вас тоже туда же, к отелю ресепшн. Также наши экскурсионные автобусы, они забирают с ресепшн и привозят именно туда, к отелю. Ну вот сейчас мы будем искать такси вот на парковке среди вот этих машин. Помашем. Привет! Наконец-то мы обменяли доллары. И мы нашли новые доллары нового образца. Это СПБ банк. Очень вежливая женщина, да, сказала, что у них есть именно нового образца, старого они не продают. Ребята, 5-й банк. Вот в 5-м банке у нас получилось. Мы сейчас в центре города, пойдем на площадь, я покажу детям парк. Ну вот так, целый день мы, получается, провели в поисках обмена рублей хоть на что-нибудь, на доллары или на юани. Кстати, на юани все-таки не получается, их так и нету ни у кого. Даже в банке. Итак, мы... Сейчас вот расскажу как раз. Надя спрашивает, чья это статуя. Итак, мы в центре города Ангарска. Ангарск очень похож на Питер, вот именно центр. Строился он по питерским проектам, поэтому немножко напоминает. Значит, здесь мэрия позади меня, сзади часики, куранты. Ну и вот такие здания, 2-4-этажные. И, конечно же, голубые ели, по которым мы сильно скучали. Фото на память. А вот там позади меня как раз находится памятник Ленину. Мои дети не знают, кто это такой. Вот, к сожалению, сейчас там идет стройка. Раньше это всегда было украшено цветами. Такие прям аллея была, чтобы можно было посидеть. Но если пройти в парк, я надеюсь, он сейчас работает, я поведу детей туда. Насколько я помню, он всегда работал. И там были лавочки, какие-то батуты, мороженое, пирожные и так далее. Возьмем сейчас что-нибудь попить, типа квас, да, что-то русского или минералки, то, чего нету в Таиланде. И немножечко погуляем. Также там должны быть фонтаны. Ну вот сейчас посмотрим как раз. Слышно, да? Yeah.
А время 5 часов 5 минут. Вот, еще и песенка. А что это за песня? По-моему, про гимн Ангарска. Вот такая здесь атмосфера. Голубые ели, вот все перерыто, и бой курантов, и также песенка. А самое главное, памятник Ленину. А вот отсюда очень хорошо как раз видно, что ели голубые. Очень красивые. И у них шишки длинные такие. Вот они. Они необычные, они прям длинные шишки. Аллея, ведущая к фонтанам с лавочками, где можно спокойно, безмятежно посидеть. Вот, кстати, именно таких парков не хватает в Таиланде. Их просто там нет. Поэтому здесь плюс в России в том, что, конечно, большие просторы. Это много зелени, парки, лавочки, скамейки, фонтаны. Много места для пешеходных прогулок именно. Парк достаточно большой. Тоже есть памятники, очень много лавочек. Ну вот что-то торговли мы здесь не видим. Может быть, это, конечно, запрещено. В Таиланде просто на каждом углу это уличная еда. И мы бы, конечно, хотели бы здесь какого-то мороженка прикупить, потому что жарковато. А вот там вот за фонтаном видно уже детские площадки. Не успела заснять, но, в общем, в России пешеходов пропускают, а вот в Таиланде нет. И Таиланду за это большой минус. Так, наша семья напала на мороженое. Мороженое Милка, Сникерс, всякие Орео. И вообще очень вкусное мороженое в России. Поэтому сходили уже по второму, кто-то по третьему ест. Всем нравится. Ну что, мы поехали кататься на аттракционах. Узкий трамвай. Сань, ну загляни, есть кто-то там, нет? Это скворечник, там птички или белки. Их подкармливают. Истребители летают постоянно над городом. А мы пошли в гости к нашим знакомым. Это бывшие гиды Настя и Вова. Оно так сложилось, что они решили потом остаться в России. У них родились дети. Саня дорвался до велосипеда. Так, мы в гостях у наших друзей. На шашлык, на барбекю. У них тут бассейн с теплой водой. Классный гараж Вовчик отделал. Огородик даже есть. Ну и дом там. Все остальные скоро выйдут. А Настя, вот хозяйка этого дома, она вырастила розы замечательные, которые обалденно просто пахнут. Розовые, бордовые. Вот эти, запах вообще непередаваемый. Желтые лилии. Вообще красота. На днях они улетают, кстати, в Таиланд. И когда мы прилетим, мы с ними обязательно там еще встретимся. Доброе утро. Кофе в стакане. Там ну с Санечкой жарят чили, который остался еще с прошлого раза у нас. И мы собираемся сегодня на дачу. Поедем на рыбалку. У меня сын никогда еще не рыбачил в жизни, поэтому сегодня у него будет такая шикарная возможность. Так, ребята, мы в таком сказочном месте. Смотрите, какая аллея. Мы сейчас едем на дачу к моему брату. Просто по дороге сказка уже начинается. Вот такая. Мы уже сделали одну фотографию. Водитель Игорь любезно нас подвез. Здесь ни городов, ни деревень, ничего. Вообще тишина, поля, красота. Так, ну что, мы располагаемся в шикарном сказочном месте. Лукасу нравится. Ну, уже запустил дрон посмотреть, что там вокруг. Влад готовит барбекю. А вот там вот, конечно, вообще сказочка. Там речка. Санька, аккуратно. Второй день только ты умеешь дрова рубить-то. Не забывай. Так, ну вот мы сейчас пойдем посмотрим на речку. Пока все располагаются. У нас такое хорошее настроение. Такое все зеленое и сочное. Так, от входа справа это баня. Внутрь зайдем сейчас. Наверху есть комнаты. Вернемся сюда немножко. Так, и здесь можно посидеть на столе, барбекю. Здесь дрова рубятся.
гараж, мотоцикл даже там стоит. Справа душ, на улице домик. Вот тот дом еще не достроен пока. На видео хочу. Да я так вот отсюда. Ну какая кухня огромная. Вот этот брус был такой же невзрачный, как и снаружи. Темного цвета. Мы вдвоем с болгарками здесь до того это все обшаркивали, что мы вот так вот друг на друга не видели. Вот стояли. Тут такая пылища была. И вот такой интересный туалет. Ну прям сказка, сказка. Вообще сказочные места. Смотри, вон там вон горы, холмы. Ну! Там лес, в котором не ступала нога человека. И уходит эта река тоже. Лес. Холодная, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты! Ну, сейчас у нас Хани тяпнет немножко, так тоже, да? Да, Хани? After you swimming, да? У нас хлеб с чесноком, лаваш, колбаса, сухарики, все так по-русски, сало, огурцы маринованные, колбаска из индейки и охотничьи палочки, огурцы, перцы, это все с огорода, яблочки, ух. Мы от входа сразу в баньку. Шкафчики. Лавка, деревянный стол. Печка. Сушатся березовые веники. Шапки. Какая дверь вообще просто обалденная. Да, давно я не была в России. Ну и сама банька, конечно. На втором этаже есть несколько кроватей, и теоретически можно даже остаться на ночь. Безумно красивый вид из окна. Ох, какое у нас барбекю классное! Can you maybe no need like this? Ход туда. А эти приятные люди, это знакомые Влада, которые присматривают за дачей, пока его там нет. Так, на рыбалку собираемся. Корчага готова. Да, Санек? Сейчас запускать пойдем. Самые черные, самые спелые. И мне тоже дай одну. Самые большие бери, крупные. Сладенький. Сладенький? Дай мне. Ну, ох, Санечка, проказник, а. Сколько рыбов-то? 3 рыбы. Первый раз в жизни мои дети на рыбалке. Еще и поймали. Все, дети понесли обратно рыбу в море, молодцы. Подержали в руках и обратно понесли. Здесь очень хорошо. Все, мы сейчас прощаемся, уезжаем. Очень приятные люди. Мы покидаем это место немножко с грустью. Мы постараемся обязательно сюда еще вернуться. Природа здесь просто потрясающая. Итак, на этой неделе больше плюсов у России, чем у Таиланда. На этом первая неделя нашего отдыха в России закончена. Следующую неделю мы проведем на Байкале. Подписывайтесь, кому понравилось, мне будет очень приятно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока, да пребудет с вами сила тайского сабая.